Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. И сегодня тема лекции, видеоурок наш с вами такова: спазматический кашель, вплоть до того, что чувствуется, что в горле, в гортани что-то перекопали, там какие-то бугры, какие-то наросты, в общем, непроходимый лес. Глушь чаще мы чувствуем в горло и гортани. Бывает вот такое вот состояние у человека. И если этот кашель не прекращается, то человеку не стоит расстраивается это на первом этапе. На втором этапе нужно помнить человеку, что не обязательно здесь может участвовать легкие в этой проявлении болезни, в спазматических кашлях и вообще в проявлении кашля. Почему? Внимание, пожалуйста, на схематическое изображение меридиана печени. Как мы видим, грудная полость, в которую входит бронхологическое дерево, легкие, горло, гортань, щитовидная железа. Что необходимо знать, в каком состоянии меридиан печени. И тогда мы сможем, конечно же, человеку помочь. И можно здесь с полной ответственностью сказать, что не всегда легкие виновники в кашле человека. Даже вплоть до спазматического кашля, вплоть до отхождения мокроты. Это не значит, что больные легкие. Это еще следует обратить внимание на один из меридианов, который контролирует грудь, грудную полость, бронхологическое дерево и легкие в целом. Данный меридиан печени. Если вы не знаете, в каком состоянии, то, возможно, это может быть, вы будете ложно лечить легкие. Но точка F5 LIGO вам в помощь, если у вас проявляется кашель спазматического характера и в горле непонятно, что творится. Эту точку лучше всего, я думаю, успокаивать. Хотя по практике и по философии Востока, помните, если болезнь находится вверху, всегда нужно лечить низ. Здесь мы видим, что болезнь находится вверху, горло и кашель, а точка находится внизу. Ее лучше здесь, смекается, все-таки тонизировать, но нужна диагностика 12 меридианов, дабы мы не лечили человека опрометчиво. Спасибо за внимание.